Здравствуйте, друзья! Сегодня хотел поговорить о энергетической системе человека и чакрах. Очень много сегодня существует мифов в плане энергии, но это нормально, мы еще развиваемся, поэтому каждый понимает это по-своему. Любой развивающийся контактер, йог, человек, который обладает какими-то сверхспособностями, ощущениями, талантами, то есть каждый интерпретирует это по-своему. И единой классификации, единого понимания нет. Это все будет гораздо позже, когда люди более разовьются, будут из медитации получать более четкую информацию, будут более четко ощущать и работать с энергиями. Итак, энергетическая система человека, она похожа на лимфатическую систему. Если вы откроете анатомию человека, либо интернет, посмотрите, как выглядит лимфатическая система. Даже лимфатическая система всегда обозначается желтым цветом, бесцветным цветом. Это, наверное, более правильное сравнение. Вот в организме человека лимфатическую систему не видно практически. То есть, когда хирург разрезает, то есть всегда сначала идет кровь, и потом, когда она перестает, начинает выделяться лимфа. Такая желтовато-бесцветная жидкость. И никогда ее не зашивают, когда зашивают раны. То есть она остается не зашитая. На самом деле это очень важно. Ее бы тоже неплохо было бы зашивать. Лимфатическая система, она имеет сосуды, то есть похожа на кровеносную систему, и узлы, так называемые, да, лимфатические узлы, где лимфоциты скапливаются, обеззараживание происходит, вот, убирание различных очищения лимфы, убирание различных вирусов, бактерий и так далее. Но речь сегодня не об этом, речь сегодня о энергетической системе человека. Чтобы вы понимали, она примерно так же выглядит. То есть есть чакры, это энергетические насосы, у кого-то их больше, у кого-то их меньше. И когда-то йоги, да, увидели вот эти чакры, всем известные, да, 7 штук. И с тех пор вот эти 7 чакр известных, они гуляют в интернете по всем книгам. Потом начали устанавливать славянские старые знания, начали рассказывать, что их гораздо больше, не 7, там, а 12 или там 15 даже и так далее. Вот. На самом деле их очень много. Очень много. У каждого их свое количество. И, как ни странно, вы будете удивлены, что чем более развит человек, тем их гораздо меньше становится. Чем менее развит человек, тем их больше. Почему? Потому что неразвитые люди делают в жизни больше движений, делают больше затрат энергетических, то есть теряют больше энергии. У них такие более физические программы, более затратные. Чем более развита душа, с телом, естественно, вместе сочетаются, работают, тем меньше они тратят энергию. То есть больше нужно вкладываться в душевное развитие, в энергетическое. То есть человек меньше движения делает, человек меньше куда-то едет, что-то физически делает. Да? То есть ему больше подходят вот энергетические все упражнения. Вся жизнь его связана больше с такой деятельностью, и у него чакр меньше. Когда мы начинали с Настей только это исследовать, эту тему, да, были такие вопросы у меня, а чакры, там, размер чакр, да, там, у кого-то их больше, у кого-то их, ну, в смысле, размер. Размер, он, в принципе, бывают они разных форм даже, и не зависит вот этот размер чакр у человека, когда приходит энергия. Энергия, она может быть такая более... Ну, как топливо, да, вы же когда бензин наливаете в канистру, да, там 80-й, 92-й, 95-й, 100-й там и так далее, вот, от этого же не меняется объем канистры там, да, и так далее, или там надо больше канистры, чтобы больше энергии влезло. Здесь то же самое. То есть энергия, она разная бывает, высококонцентрированная, также она заливается и так далее. Чем более развит человек, тем цвет у него вот этих ауры, чакр, он более такой прозрачный, более белый такой, золотистый, к этим цветам идет, более к белым. Чем менее развит человек, тем чакры у него вот эти цвета имеют такие цветные оттенки.
Чакра примерно созревает к 25, даже 26 годам у некоторых людей. У некоторых чуть быстрее, но вот финально 25-26 лет. И по этим энергетическим сосудам с тонкого плана, через трубочки энергетические, да, поступает энергия. Энергия поступает разная, для разных целей и задач. То есть есть время, когда закачивается энергия для жизнедеятельности физического тела, есть для медитации, есть для других целей. То есть специальная группа сущностей существует, которая этим занимается, закачивает эту энергию. Есть сущности, которые отвечают именно за вашу энергию, именно за закачку. И еще один огромный миф, это вот в интернете везде практически есть, то, что чакры надо очистить самому. То есть люди даже за это берут деньги, что я сейчас вам чакры почищу. То есть там всякие сидят спецы ложные, рассказывают сказки, что я вам почищу чакры. Вот, либо вы сами их как-то почистить можете. Ни один человек на Земле вам их не сможет почистить. Энергетическая система человека вам не подвластна. За нее отвечают ваши более развитые души, сущности, которые ее очищают, приводят ее в порядок, закачивают энергию и так далее. Энергия получается человеком от сна, от медитации, от еды. Поэтому она может быть чуть-чуть как бы одинаковая вроде бы, да, но она по-разному может получаться из разных источников. Есть работа, вот сейчас мы начали давать марафон, да, который из 3 частей состоит для работы с сверхспособностью, в частности с ясновидением, интуицией, и самое интересное, работа с энергиями. И когда человек пытается работать с энергиями, он отслеживает точки энергетические, да, откуда различные могут выходить злость, любовь, счастье, там, алчность, там, жадность и так далее. То есть что кто выбирает в этих упражнениях. Видите, все это идет с энергетического уровня. Как мы состоим, да, как мы функционируем. С физики все потихонечку истончается и уходит на тонкий план, где самое основное действие происходит. Это, как говорится, мы видим верхушку айсберга. Чем более развит человек, тем более он это чувствует, ощущает, прислушивается к интуиции, чувствует, как энергия заходит. У многих людей кружится голова, когда энергия закачивается. Когда мы переходим на более высокие уровни измерения, Земля переходит, меняется ваше измерение. Многие ощущают это, как голова болит. То есть некоторые к нам обращаются, мы это отслеживаем и так далее. Когда мы живем, да, мы понимаем, что какая-то энергия, она тратится, да, на какие-то моменты. Когда мы пытаемся каким-то другим людям помогать очень усиленно, да, есть какая-то энергия определенная, да, ее по-разному можно называть, вот, которая именно жизненная, так называемая энергия, она тратится. Когда вы начинаете там лечить руками других людей, давать им энергию, пытаться с энергетической сферой другого человека работать, вы теряете свою жизненную энергию. Есть энергия, она пополняемая. Да, у нас очень много ченнелингов на канале снято, можете посмотреть по поводу энергии. Я думаю, что многим людям будет интересно. Все в этой жизни состоит из энергии. Любая наша мысль, любое наше действие и так далее состоит из энергии. Все эти вещи люди, развивающиеся, понимают по-разному трактуют. И каждый считает, что так оно и есть. Поэтому много очень мифов существует у нас в мире. И очень сложно эти мифы развенчать, потому что когда люди все время массой своей говорят одно и то же, и когда ты начинаешь выбиваться из этой массы, говорить что-то другое, то тебе мало верят, либо вообще не верят. Потому что когда ты первый об этом говоришь, то людям очень сложно в это поверить. У людей нету объемного мышления. Линейное мышление, оно мешает людям эту информацию воспринимать правильно. Потому что если все бы было вот так просто, чтобы у всех 7 чакр было бы, да,
что мы все одинаковые были бы, да, с одинаковыми глазами бы, одинакового роста, веса, с одинаковыми программами, с одинаковыми возможностями. Все мы разные, с разными программами, с разными возможностями. Кто-то больше энергии, кто-то меньше энергии, кто-то воспринимает развитие, кому-то легко даются какие-то моменты, кому-то нет. Поэтому мы все разные и, естественно, разное количество чакр, энергии, и по-разному мы этот мир воспринимаем. Поэтому чакры очищают только сущности. С энергией можно работать, есть специальные упражнения. И чем дальше мы развиваемся, тем больше сущности нам будут давать таких различных интересных энергетических упражнений. Свечение ауры, например, какого цвета, да, что это дает? Дает только вот, вы будете знать примерно, да, насколько развит человек. То есть свечения, если там цветные, там менее развит, там ближе там, к желтому, к белому, к золотистому, да, человек более развитый. И поэтому отдельно какие-то чакры, наверное, выделять можно как бы с целью каких-то упражнений. То есть сконцентрироваться на такой-то чакре, да, там, сконцентрироваться на другой чакре. Это с целью каких-то упражнений только. Ощущения энергетические в теле. Упражнений очень много существует. И общих, и базовых упражнений. В йоге упражнения есть. И есть индивидуальные упражнения, которые мы стараемся давать для работы. Энергия — это очень важно. Когда человек обуздает энергию, ему будет гораздо проще понимать этот мир. Гораздо проще убрать боль у себя. Гораздо проще решить какие-то свои проблемы и так далее. Благодарю за внимание. Смотрите побольше наши видео на канале. Успехов, всех благ. Увидимся в новых выпусках. До свидания.